Всем привет, с вами портал eGamers World, я Игорь Матус, а это Илья Певцаев, более известен как Илидан. Привет, Илья. Привет. И сразу первый вопрос такой, самый актуальный, по поводу матча с Vici Gaming. Вот у вас был замечен тенденция такая, что вы проигрывали по одной карте в каждом матче. В этом матче вы тоже одну карту проиграли, но вторую все-таки не смогли вытянуть. С чем это может быть связано? Может, не дожали, может, еще что-то? Да, команда сильная на самом деле, и они играют отличным... Нам на самом деле, честно говоря, тяжело было перестроиться, потому что у команды от тех, с кем мы играли, от обеих команд стиль реально отличный. То есть они никогда не доджат файты, если видят возможность подраться, они туда идут драться и так далее. То есть вот эти все вещи они делают. И из-за этого довольно тяжело было перестроиться, плюс, команда хорошая тоже. То есть я думаю, что вторую карту кто угодно мог выиграть, опять же. Если первую мы действительно, плохо сыграли, то во второй, там действительно вот очень много было моментов, где кто угодно мог выиграть. Вот. А по поводу... Что там еще за вопрос? Почему, что вам не хватило просто для взятия этого матча, взятия второй карты? Вы хотя бы одну карту брали, а тут вообще ни одну не смогли взять. Я думаю, что больше всего смена стиля, против которого мы играли. То есть мы сыграли 6 карт против одной команды, 3 против другой. У них в плане отношения к 5 на 5 файтам примерно одинаковый менталитет. А той команды, которой мы играли сейчас, он немного разный. И на самом деле многие из нас, долгое время не играя на лане, отвыкли уже от смены стилей. И в принципе в первой игре это было видно по нам. То есть мы действительно такие ошибки совершали, которые мы обычно не совершаем. То есть либо эта команда играет слишком хорошо в том плане, что она ловит нас на таких вещах, либо мы просто к чему-то плохо подготовились и не ожидали чего-то. Конкретная причина, тяжело сказать, они просто были лучше сегодня, вот и все. А в целом, если брать турнир, ты доволен выступлением на турнире? Вы вышли в плей-офф, вы обыграли OG дважды со счетом 2-1. Ты доволен или все-таки? Я был бы доволен, если бы выиграли турнир, да, прям скажем, но сильно расстраиваться я тоже не вижу смысла, потому что вся команда молодцы, мы хорошо оклемались после той ситуации, которая с нами случилась, то есть провести 2 дня в аэропорту, грубо говоря, на следующий день играть, пережить этот день, потом еще через пару дней собраться, выйти из группы и дожить до финального дня. В нашем случае это довольно-таки хороший результат. То есть я бы не сказал, что мы расстроены, но очевидно, что да, все равно выиграть-то хотелось. Хотя, я говорю, настрой всегда один. Ты должен быть готов, как проиграть, так выиграть любой матч. Ты играешь игру и смотришь, что будет. Вот хотелось бы спросить тебя по поводу поддержки зрителей. Здесь зал, вы как бы СНГ команда, СНГ зрители, они очень сильно вас, так сказать, топили. Вам это сильно помогло или все-таки чисто лично ваши амбиции здесь? А это было очень приятно в любом случае. Конкретно помощь в игре было оценить сложно, но в целом заряд энергии и так далее, это было очень круто. То есть, честно говоря, против OG я не ожидал, что за нас будут так болеть. Против ребят из Китая, чаще всего в СНГ люди болеют все-таки за СНГ команду, то есть против Китая было бы, очевидно, да, за кого, в принципе, люди будут болеть, если это там не топ-2, там, international образная команда. А вот против OG, что будут больше за нас болеть, я был удивлен, приятно и спасибо. То есть, несмотря на небольшое количество народу, публика невероятная. Да, мне очень понравилось, как, в принципе, себя ведут люди. Вот. В отличие от интернета, тут, скажем так, нет места того негатива, который ты испытываешь обычно, читая комментарии в интернете. Никто не подойдет и не скажет: блин, я на вас поставил, мне денег проиграли, или какую-нибудь такую ерунду, да. А вот поговорим о предыдущих турнирах. Недавно прошел Valentine Madness, вы там выступили не очень хорошо. Это из-за того, что у вас, он может не в приоритете у вас был или просто не получилось хорошо? На самом деле там была проблема с тем, что часть людей болела. У нас люди себя плохо действительно чувствовали. На этом турнире такого нет. На этом турнире самочувствие ребят из того, что можно было взять, оно было хорошее. Вот. А касательно вообще еще турнира Valentine Madness,
у него призовой фонд 100 тысяч долларов. Это достаточно такой крупный призовой фонд, но он проходит в онлайне. На твой взгляд, это правильно, неправильно? Приемлемо ли это вообще? Как бы? Ну, в доте, слава богу, на топ-уровне я не замечал каких-то махинаций, да, Чем отличие лана от онлайна? В лане видно, что ты делаешь, как ты это делаешь, что тебе никто не подсказывает, что нет какого-то суфлера в TeamSpeak, который говорит все мувы команд. Очевидно, что уровень команд, которые хотят участвовать на ланах и побеждать их, такое не будут использовать. Потому что, это тебе не поможет потом. Все равно. Но в плане честности команд, которые никогда на ланах не были, спорно. Но, слава богу, я говорю, по-моему, в доте такого очень мало. И Dota Pit был турнир, на котором был вообще призовой в онлайне 270 тысяч за счет краудфандинга. Я не считаю, что это плохо. Я считаю, это хорошо, когда есть онлайн-турниры, которые конкурируют по призовым с ланами. Да, на лане он должен быть, x2, там, x3 больше в призовой, но 100 тысяч это круто, что есть такие турниры. Я не могу назвать негативных сторон этого. Расскажи вообще историю, как был собран ваш состав. Кому это идея в голову пришла, как вообще это все произошло? Да я точно не знаю, но по большому счету собирали состав, наверное, БЗЗ и Ванскор, Стасян и Ваня. Так сказать сложно, как именно собрались. Но как-то вышло так, что собрались. Из разряда rejects из разных команд. Не только, но в целом основа была, то есть rejects из разных команд. Вышло так, что мы друг друга, скажем так, даже на бумаге устраивали, и потом вышло, как вышло. Собственно, уже результат для того времени, сколько мы играем вместе, я думаю, довольно-таки неплохой. И последний такой вопрос, который тоже многих интересует, наверное. Ты уже успела пробовать нового героя Марс? Если да, то что ты можешь о нем сказать? Может ли он как-то изменить мету текущую? Сложно сказать. Его перед Сэмом еще подрежут пару раз. Но из того, что я видел, в оффлейне герой действительно хороший. То есть у него есть и айтем-билды, и скиллы, которые позволяют ему быть оффлейнером. Да, в общем-то, любым кором, на самом деле, на любой линии. Не уверен насчет мида, опять же. Да, я знаю, там люди играют. Но я им не играл, потому что мне турнир играть, и героев не в ЦМе брать не хотелось. Хорошо, спасибо большое еще раз. Пожалуйста. Поздравляю вас с этим результатом. Все-таки 3-4 место это не так хороший плохо. результат. Да. Спасибо вам за просмотр. Это был eGamers World. Я Игорь Матус, а это Илья Певцаев. Всем пока. Всем пока.